Всем привет! Вы смотрите журнал Мотоэксперт. Меня зовут Алексей Кузнецов. И сегодня у нас первое видео в новом сезоне. Ну, как видите, еще холодно, поэтому без сильных наклонов в повороты мы сегодня обойдемся. Но мотоцикл у нас непростой. Сегодня у нас спортбайк от Kuji Motor. Это Kuji Motor SRK 600 RC. Поехали знакомиться. Мотоцикл у нас, разумеется, китайский, и у вас наверняка возникает вопрос, могут ли китайцы сделать хороший мотор, который будет надежно работать на таких оборотах. И это справедливое замечание. А второй пункт, за которого китайцев критикуют, это частая смена модельной гаммы. Ну типа, а потом я где запчасти вообще искать-то буду? И вот на эти два вопроса в Kuji Motor отвечают прямо. Посмотрите на этот мотор. Что он вам напоминает? Это тот самый агрегат, что стоял на легендарном Stealth Benelli 600. Этот мотоцикл появился в России году, наверное, в 2012-м. И никто не мог поверить, что такое возможно, что по цене поддержанного японца этот китайский Benelli, который уже тогда выпускался под контролем и руководством Kuji Motors, будучи новым, предлагал невиданное прежде качество и очень неплохие характеристики. И пользователи покупали их в большом количестве и проехали очень много километров. И вот общая платформа с новым Kuji Motor SRK 600 RC нам, с одной стороны, дает понимание и знание о том, что мотор беспроблемный и надежный, а с другой мы точно знаем, что, покупая такой мотоцикл, уже есть все запчасти и опыт обслуживания, и тюнинга, и всего остального. Колеса еще не прогрелись. Только что поймал АБС-ку. Я как почувствовал, как она работает. Очень аккуратненько. Но так, в пальчик. Легонечко. Тра-та-та-та-та-та-та. Аккуратнее. Ну, не скользко. По ветру ветровик защищает где-то, прилетает мне вот прям вот параллельно микрофону. Вот это все летит. Надеюсь, по звуку все отлично. Потому что если не отлично, то все плохо. Можно спрятаться вот так, уже будет получше. Это хотя бы тепло идет от двигателя уже. Вы хотя бы ноги греют. Ну вот, допустим, подогрев ручек, подогрев гриф, подогрев петушки, зумба, наверное, сейчас очень актуален. Но я прекрасно понимаю, мы говорим о спортбайке. На нем носится только в хорошую погоду. Потратили. Ну да, не важно, ладно, летом и дожди бывают. Не в этом дело. Я имею в виду, что когда тепло, потому что когда холодно, на ней, конечно, ездить очень опасно. А если еще и слики поставят, ну, о каком морозе разговор? Здесь при ненагретом асфальте можно так улететь, никакая АБС не спасет. Поэтому экспериментируем, все ради вас. По ширине мотоцикл у нас 775 миллиметров, то есть 77,5 сантиметров. То есть это по зеркалам, и габариты чувствуют очень легко. То есть равняете по зеркалам и вперед. Очень удобно. Ну, в принципе, на спортах всегда все аккуратненько, чтобы проскочить, так сказать, пролизнуть куда-то. Новый Kuji Motor SRK 600 RC. Это такой спортбайк, причем в самом лучшем смысле этого слова классический. Сколько настоящих и правильных шестисоток с рядными четырехцилиндровыми моторами вы можете вспомнить актуальный? Ну, их почти нет, поэтому вы и не вспомните. Honda выпуск своего CBR 600 прекратила, а Yamaha отправила R6 на трек. Сегодня Yamaha выпускает эти мотоциклы без дорожной homологации. И не потому, что мотоцикл исключительно трековый, а потому что из-за ужесточившихся правил и европейских требований по экологии оказалось дешевле выпускать его без ПТС, чем адаптировать под новые требования. Другие среднекубатурные мотоциклы имеют странную кубатуру 660, 675, что такое незавершенное. Да и цилиндров у них не как у людей. У кого 2, у кого 3. Все экономят как могут. И тут Kuji Motor выдает настоящую классическую шестисотку с рядной четверкой. Вы вот все, как мы любим. Вы только послушайте этот звук. Даже без прямотока это музыка, которая переносит любителей погонять куда-то в далекие 10-е годы.
И не только звук, здесь очень правильная конструкция всего. Честные 600 кубиков, 2 распредвала, 16 клапанов и очень верховой характер. Пиковые 88,5 лошадиных сил мотор выдает на аж 11,5 тысячах оборотах. Все это работает с 6-ступенчатой коробкой передач и с многодисковым мокрым сцеплением. Ой, какой взрывной характер-то! Ну и первая отсечка на 11,5 есть. То есть пиковые и закончились там. Но набирает он очень резво, тут надо ему сказать спасибо. Еще одна история, так как те двигатели от Benelli 600, у него были проблемы на 6,5, почти на 6 тысяч оборотах был провал. Ровный набор. Здесь этого нет. Вот 6 тысяч. Набирает. После 8 уже начинается прям активный набор скорости. Но у нас ограничения, поэтому будет ехать здесь аккуратно. По поводу взрывной динамики, тут, конечно, вот спорный момент, потому что набирает он плавненько. То есть нет такого, что не четвертый он газлит. Хорошо подхватывает. Вот все набирает, и мы какой-то такой вот, как жгут, который оттянули, вот так, не знаю, тарзанки или рогатка, вот уже такое. И газ отдает, то есть здесь в этом плане нужно рассчитывать на то, что если на передаче не сбрасывался ее, решили пойти на обгон, то на обгон вы пойдете большим запозданием, и это надо аккуратно работать. Я не могу сказать, что динамики мало. Ай, как крути! Слушайте, но мне нравится, как он себя ведет. Очень ровно, очень уверенно. СРК 600 RC настоящий и бескомпромиссный спортбайк, ну, вернее, такое впечатление он производит при первом знакомстве. Здесь все как надо и даже больше. Две светодиодные фары с обратным наклоном и хищным причуром, динамичный силуэт с редуцированным заостренным хвостом и даже винглеты, которые предусмотрительно задекорировали под карбон. О таком дизайне мальчишки всех возрастов мечтали годами и мечтают сейчас. И кто из них заметит, что колесная база чуточку растянута, а руль несколько выше, чем предполагает классическая посадка креветки. Скорее они заметят, что в седле удобно, а мотоцикл не пугает остротой реакции на руль и отлично держится по прямой. По управлению мне все нравится. Подвеска, кстати говоря, хорошая, рабочая, прям как на дорожнике. Я вам так скажу, не спорт, не жестко, мягенько. А пятую точку не отбивает, руки не отбивает. Едет очень плавно. Сейчас начинаются неровности, пики асфальта. Очень упруго, я бы сказал, уже даже жестко. Но на спортах еще жестче, поэтому здесь все отлично. Сидушка мне нравится, она тоже такая, на всякой подвеске, упругая, мягенькая одновременно. У вас есть возможность подстроить эту подвеску, сделать ее еще мягче. Допустим, если вы катаетесь с двойкой, или, возможно, ну, не знаю, вам нравится, когда все помягче, существенно. Мы дошли до 5000 оборотов, вроде казалось бы, уже можно переключаться. То есть вы можете передвигаться на нем, как турист. Для городского цикла, для спокойного, этого вида достаточно, чтобы почувствовать, что ты едешь на мотоцикле. Но там, за 8, начинается зона повышенных оборотов, повышенной динамики, повышенных шумов и повышенных штрафов, ребят. Поэтому только на треке я вам рекомендую следить за скоростью, за знаком. Не просто так они стоят на дороге. И поверьте мне, будете ездить аккуратней,
У вас больше сезонов был, чем один замечательный и запоминающий. Давайте как-то аккуратнее на дороге. Колеса у нас классические, 17-е, спереди 120-е, сзади 180-е. Ну, там понятно, что вы можете наколдовать что угодно, тут свое. Литые диски, плескаренка, вот это все как и надо. Могу так сказать, держит этот Макнус, который идет в комплекте с мотоциклом, держит даже, вот сегодня у нас было с утра плюс 3, сейчас, наверное, градусов 5-6. Очень неплохо он себя ведет даже на чуть-чуть грязном, влажном асфальте. Пару раз я поймал АБС-ку на переднем колесе, при этом уверенно остался стоять на ногах. И вообще мне нравится, как себя ведет мотоцикл. Шасси тоже имеют итальянский характер, точнее корни в своей основе. Пространственная рама, сваренная из тонких стальных труб и двухсторонний алюминиевый маятник с асимметричным креплением моноамортизатора. Сам амортизатор от итальянской компании Marzocchi, в котором регулируется не только предварительное сжатие пружины, но и демпфирование с отбоем. Причем ход здесь винтовой, а не шаговый. Спереди у нас перевертыш той же самой итальянской фирмы Marzocchi с ходом в 123 мм. Кстати, диаметр перьев здесь 43 мм, такой же, как и у культовой Yamaha R6. А за замедление здесь отвечают четырехпоршневые радиальные суппорты Brembo, работающие в паре с 320 миллиметровыми тормозными дисками и, естественно, под присмотром системы ABS. Иными словами, Kujimotor SRK 600 ERC создан без попытки сэкономить и сыграть в китайское импортозамещение. Наоборот, европейских компонентов, а главное инженерного опыта в нем больше, чем кажется на первый взгляд. И единственное, что, наверное, можно его пожурить, это снаряженная масса в 213 килограммов. Это больше, чем ожидаешь. Но в сочетании с большой колесной базой и управляемостью хорошего дорожника масса не выглядит излишней. Аппарат стабилен на прямиках, но при этом охотно поворачивает, оставаясь стабильным в дуге. Никакого намека на нервозность или излишнюю остроту реакции. Стабильный, прогнозируемый, даже куда комфортнее, чем на классическом спорте. Хорошие тормоза, причем вроде как и мягко по передней подвеске. Но при этом вот этот ход, он не такой, что он клюнул прям носом. Нет. Упругая подвеска, упругая. Вот прям как для дорожника, самое то. Задний тормоз более спокойный такой, ну то есть прям приложить надо, усилие. Передний тормоз более активный. В паре двух, если тормозить, то прям все очень даже неплохо. Слушайте, ну прям очень классно. Ну, кстати, вот на холостых, опять же, вибраций в зеркалах нет. Легенькая. Передается, да, потому что здесь очень крепкие зеркала. Все на самом деле, кстати говоря, вот такое оно. Прям чувствуется, что мотоцикл собранный, крепкий и достаточно мощный. По развесовке тоже все очень классно, мне очень нравится. Здесь единственное, что вот сейчас у нас практически полный бак. И вот пока ты стоишь, я чувствую, как топливо переливается, его немного пошатывает, ну покачивает, как на волнах. Но за счет этого у вас здесь дополнительный вес сверху. И как-то более целостное, что ли, ощущение мотоцикла есть. То есть основная масса у вас спереди. И он очень хорошо рулится. Мне очень нравится, как он себя ведет на дороге. Что касаемо посадки, то у Kujimotor, наверное, посадка все-таки не спортивная, а ближе к спорт-туристу. Сидишь достаточно комфортно, можно облокотиться на бак на скорости, но и при этом руль у тебя достаточно высоко находится. Во мне 1,88 м, я себя чувствую достаточно комфортно. У меня к эргономике претензий нет. Что касаемо плюшек, то здесь у нас бесключевой доступ, а это значит, ключ у вас будет всегда в кармане. Приехали, припарковались, выключили мотоцикл, ушли, и никто его не заведет. Ну и, естественно, это приборная панель. Здесь приборка у нас 5 дюймов, TFT дисплей, и что интересно, да, он хорошо читабелен,
очень ярко светит красным, когда вы заходите в границу высоких оборотов. Но самое интересное в том, что на него можно вывести информацию с вашего телефона. То есть это либо навигация, либо музыка, либо зеркальное изображение вашего телефона. В общем, вот такие неоднозначные решения, но интересно. Пульты достаточно симпатичные. Ну, честно, единственное, что, наверное, меня смущает из всей этой истории, это подсветка пультов. Вот эта вот синяя подсветка, наверное, я бы ее заменил на какую-нибудь другую. Ну, навряд ли красную, хотя в данной ситуации в цвет мотоцикла было бы неплохо, но вот, возможно, просто белая была бы более актуальна. Ну, вот проблемка только одна, что... Завязали бы, допустим, поворотники на датчик наклона мотоцикла, было бы классно. Здесь, соответственно, с приборки скорость видна, передача видна, обороты. Самое главное, что здесь показано, это обороты и количество топлива, температуры. Это то, что вы видите сразу. Время тоже показано, а вот температуры нет. И, честно, я бы очень хотел знать, сколько сейчас градусов, потому что очень холодно. Но самое приятное, что можно переключиться вот на 6-ю. Я спокойно еду 3,5, 4000 оборотов. Не кричу, не бужу соседей вот в этих домах. И спокойно еду домой, если мне надо ехать спокойно. А если мне надо ускориться, соответственно, быстренько вкидываем и погнали. Самое приятное, что он без приматка. Спасибо, но тебя слышат. А значит, в городе будет безопасно. Ну и ты не пугаешь детей, сидящих в этих машинах, спящих, не дай бог. Ну, то есть, ребят, давайте уважать друг друга. Если вас не пускают, ну просто подождите. Не надо орать на 12 000 оборотов, пинать зеркала и тому подобное. Кстати, здесь, скорее всего, меня еще и хорошо видно, благодаря диодному свету. Очень удобно, что на ручке, соответственно, здесь есть возможность поморгать, не щелкая пультами. В этом плане японцы очень часто так делали, здесь это тоже есть. Поворотнички у нас динамические, очень красиво моргают, очень заметные, диодные. И в принципе, с точки зрения света мне прям нравится. Цвет неплохой, ночью покатился, видно хорошо. Ну и вообще полное ощущение от мотоцикла такое, что он очень такой крепкий, собранный. Железный, прям вот, то есть ты сидишь и прям чувствуешь этот шипот металла, который при этом может и огрызаться. И самое приятное в том, что это настоящая 600-ка, как я уже и сказал, очень послушная. Честно говоря, мне очень нравится, как он себя ведет на стыках. Дорожный просвет у него всего 140 миллиметров, поэтому надо быть аккуратнее на лежачек, но этого достаточно, чтобы проехать эти лежачие полицейские. А вообще мне очень нравится, что этот мотоцикл оказался настолько доброжелателен к тем, кто никогда не ездил на спорте, что, мне кажется, любой человек, который на него сядет, изменит свое мнение от спортивных мотоциклов. Подведем итог. Kuji Motor SRK 600 RC, на мой взгляд, это отличный выбор для тех, кто всегда мечтал о спортбайке, но не планировал использовать его исключительно на треке. Это универсальный мотоцикл, который подойдет на каждый день, а его возможностей будет достаточно в любых условиях. И до этого я с вами прощаюсь. С вами был я, Алексей Кузнецов, журнал Мотоэксперт. Подписываемся, ставим лайки, пишем комментарии и до встречи на дорогах. Пока-пока.